Здравствуйте, канал Masters of Body снова с вами. Сегодня будем разговаривать о такой наболевшей теме, вопрос, который нам часто задают, мне, моим коллегам Андрею, Дмитрию, про онлайн-тренировки. Спрашивают, ведете, не ведете ли вы онлайн-тренировки, хорошо это или нехорошо. И вообще все об этом поговорим. Попробуем выяснить плюсы и минусы, потому что у каждого вида деятельности они однозначно есть. Разобраться, кому это надо, кому не надо. Попробуем узнать сильные стороны онлайн-тренинга и слабые стороны. Вот. Для начала, чтобы понять эти плюсы, необходимо определиться с целями человека. Вот. Тогда будет ясно, выбранный метод хорош или не хорош. А человек, зачастую простой человек, начинающий обыватель, он не может себе поставить адекватные и правильные цели ввиду того, что у него не хватает просто опыта в этой сфере. Поэтому, конечно же, первый плюс не онлайн, а реального общения, это вот собеседование с тренером, с инструктором, который поможет человеку правильно определиться с целями. Андрюха, к тебе часто обращались с таким вопросом по поводу онлайн-тренировок? Вообще обращаются? Нет? Кто? Какая публика? Что говорят? Ну, обращались не часто, обращаются, а в связи с тем, как у нас обстоит обстановка, извините, у меня связочки чуть-чуть подсели, на Украине из-за войны многие поразъезжались клиентки, но тут маленький нюанс, я против онлайн-тренировок. Так, пока на этом хватит. Андрей против. Димончик, да, ты без микрофона, скажи, у тебя сейчас, я понимаю, у тебя сейчас загруз полный по работе, кстати, у Дмитрия много клиентов, молодых и возрастных. К тебе часто обращаются с таким вопросом? Ну, обращаются, но мне это неинтересно и не надо на данный момент. Вот, сейчас мы, кстати, я также присоединяюсь к вопросу, мне это и не интересно, к той же группе, поэтому, наверное, мы в этой всей шобле, поэтому мы единомышленники. И сейчас мы объясним свою позицию, почему нам это не интересно онлайн. Теперь дальше. То есть, как я сказал, в принципе, когда человек, особенно это касается начинающих, важно найти своего инструктора, своего, так сказать, гуру, которому вы сможете доверять, и вместе обозначиться с правильными целями. Неважно, потом они будут онлайн, не онлайн, об этом тоже чуть-чуть позже. Теперь давайте поговорим о сильных и слабых сторонах вот именно онлайн, нашего офлайн тренинга, который мы, так сказать, проповедуем. Андрюха, почему ты не хочешь онлайн людей тренировать? Лично твое, коротко. У каждого человека, когда обращается, он хочет получить результат. Да. И он обращается к человеку, которого или ему посоветовали, или он видит, что он разбирается в этом. Да. Вот. Я считаю, что онлайн-тренировка не даст тех нюансов, которые, когда я стою и на 2 сантиметра сдвигаю человека в определенном упражнении, и он делает вот такие глаза и чувствует мышцу. Это малоэффективные тренировки. Да. Вот к чему я веду. Понятно. Димончик, что добавишь? Почему ты не хочешь или не интересно? Почему тебе не интересно именно онлайн? Ну, мне не интересно, потому что ты через камеру не видишь какие-то определенные углы, это все искаженно. Ты примерно видишь, что человек что-то делает, но конкретики ты никакой не видишь. Понятно. В принципе, да, присоединяюсь, поддерживаю. Почему? Потому что, как говорится, я считаю, мои друзья также считают, что тренер и задача тренера, это, наверное, наша главная концепция, не дать человеку сделать неправильно. Не потом его уже сказать, там ты делал неправильно, когда он себе спину подорвал, извините, а вот задача предотвратить. Естественно, на расстоянии это сделать немножко тяжелее. То есть, Андрюха сейчас побежи в тот зал, а я тебя буду стоять отсюда из-за трибуны, говорить там медленнее опускай штангу или давай, поднимай. То есть это будет не совсем, наверное, да. Поэтому плюс, начинаем с плюсов офлайн тренировок живых, это личное участие вашего, так сказать, помощника, неважно, тренера там, или товарища, именно в процессе в тренировочном, которое невозможно передать через камеру. Дальше, то есть, при работе с отягощением, это касается и новичков, и вообще мужчин, которые любят отягощения, даже многих девчонок, там это немножко меньше актуально, но тоже. То есть главный плюс офлайн работы, то есть живой, это возможность страховать спортсмена. Онлайн, тут у нас, как говорится, минус. Это касается... И не все, кстати, добавлю Кости, умеют страховать. Это уже вопрос тренер, о тренерской компетенции. Нет, я не за тренера. Я говорю, когда
ты ведешь онлайн-тренировку, и он попросил какого-то товарища, который в зале Ну, это входит. уже какая-то Не такая факт. извращенная групповуха. Этот Понимаешь? рассказывает, как делать, тот со стороны Не, помогает. ну, это например, я. ему надо пошать там 100 килограмм 10 раз, а он может 8. Он попросил или друга, или какого-то человека, который, например, ну, он обычный, он не умеет. тебя понял, Ты да. подстрахуешь его профессионально. Ты ему не дашь эти два повторения забаранить. И эти 2 повторения при правильной страховке дадут ему кровонаполнение, он получит позже какой-то определенный результат, положительный. Ну, 100%. В общем, первый плюс оффлайн тренировок, это особенно касается работы с отягощениями. Дальше. Личная мотивация. Ну, здесь как бы вопрос такой, можно и туда. Плюс, если человек, конечно, толковый, я имею в виду инструктора, он и общаясь с человеком face-to-face, как бы через телефон, может его замотивировать и послушать, и прособеседовать. Но в плане личной мотивации, конечно же, когда вы общаетесь с человеком рядом непосредственно, и тренер, ну, это опять же наше мнение, вкладывает свою душу, вот стоя над своим подопечным, здесь не просто мотивация идет, а еще какая-то энергетика, что ли, синергия. То есть я, например, чувствую, как я свою энергию вкладываю через человека локти, через руки во время жима, и человек благодарно на это реагирует, я получаю своего рода рекуперацию энергии, у нас получается такой энергетическая бомба. Ну, кто в курсе, тот поймет, наверное. Это касается вот высокоинтенсивных тренировок. Мы сейчас не говорим, наверное, о фитнесе, это отдельная история, ну, в кавычках. Поэтому мотивация. Здесь как бы плюсы туда и сюда. Больше, наверное, будет зависеть от тренера, кто как сможет личную мотивацию на расстоянии или не на расстоянии. Теперь вот самые интересные моменты, которые наблюдал я в залах, что происходит. И мои товарищи также наблюдали. Это касается удобства проведения тренировки в зале. Теперь представьте, сейчас мы вот возьмем такую штучку, треногу сымитируем. И часто можно в зале увидеть, человек ставит, тренер, где-нибудь посреди зала, Андрюха, иди сюда, Да. иди сюда. Да. И вот тут вот сидит тренер, пытается высмотреть в телефоне, в этой штуковине своего клиента подопечного, с ней там что-то делает, качает. И тут надо подойти к богатырю и поработать со штангой. Покажи, допустим, берешь и жмешь штангу. И этому человеку сразу же неудобно. Он начинает хватать эту свою штучку, убегать с ней еще куда-то. Становится здесь, занимает крутое место. А Всё, тут подходит класс мой разговаривает. клиент и говорит, я хочу протеин выпить, сделайте Во-во-во. мне протеин. И начинает жужжать блендером или еще что-то. Ну, в общем, суть вы поняли, да? Человек начинает, если он проводит тренировку онлайн, тренер именно в зале, это не совсем удобно окружающим. Сейчас у нас, слава богу, никого нет. Зал Он бегает, как обезьяна, туда-сюда, туда-сюда. Да, в некоторых залах, вот у нас там Дениска сейчас проводит, у нас в зале людей немного, он ставит свою треногу, включает Шрайбикуса, я его так называю, он очень с умным лицом, высматривает в телефон, да-да-да, хорошо, хвалит человека, круто, да. Но теперь интересный момент был, Андрюха, пошли к гантелькам, когда человек, который с другой стороны, у него тренер на проводе, который уехал в Германию сейчас, тренерша. И эта девочка ходит ей через камеру, начинает показывать в зале, какие ей гантели взять. Она не знает. А тут опять стоит наш товарищ, подходит к гантелям. И девочка показывает гантели. И тут подходит человек, которому надо потренироваться, и начинает гонять эту девочку. Типа Скажи, на что чисто немецком языке, говорит, уебен забит на хаузе, плиз. Она раз побежала дальше показывать, где же ей попу покачать, сюда прибегает. Говорит, эту штуку брать. Она говорит, нет, другую покажи. Эту штуку брать. И показывает через А телефон, я тут какие кроссовер штуки. хочу А поделать. тут опять приходит человек и начинает показывать, что ему пофиг, какие там у него штуки. И имеет право. Это не потому, что, Андрей, это может быть другая девушка. Она также хочет заниматься. И, извините, проблемы индейцев шерифа не очень интересуют. Это Когда точно. начинает человек бегать, ну, мягко говоря, это не совсем удобно ни тому, кто бегает под руководством тренера с телефоном, показывая, что у него там в новом зале или в старом, или где там тренер делся. Не самому тренеру иногда, бегая, заглядывая. Ну, тренеру проще, он там нашел себе тихий угол, да. А человеку на том конце провода, здесь сейчас дальше скажу, что из этого следует и как надо, как говорится, определиться с понятиями, чтобы это не было обманом. Потому что когда вы обещаете человеку результат и называете это онлайн-тренировкой, вы немного лукавите. Это не совсем так должно называться. Вот Теперь- поэтому мы и не ведем, и не любим онлайн Да, это как бы итог, Это немножко наша- забегая вперед. Да, это Но наша, как сейчас говорится, мы выводы сделаем еще.
Потому что это не совсем корректное название вот такого вот рода деятельности, которая проходит. Теперь давайте все-таки, не так все плохо или плохо. Присяду, мальчик, я устал. Ноги сегодня качал. Кому же все-таки подходит, вот, в принципе, этот онлайн и в каких случаях? Конечно же, это должен быть формат, наверное, студии или домашних тренировок. Ковид был, да, люди занимались там, кто-то находится в доме, по какой-то причине. Например, девушка там родила, она находится, дома, не может далеко уйти от ребенка, муж на работе, да, там нянечка приходит нечасто, и вот она сидит дома, и тут вариант уже, либо вообще ничего не делать, либо заниматься. Тем более, вот тут самый важный момент. Она обращается к другой девушке, к тренеру, с которой она уже знакома. Вот. Да. И тут как бы вот это очень важный момент. У них с ними уже наработки есть. То есть она уже знает, что говорит тренер, а тренер уже понимает возможности своей подопечной. И вот здесь как раз этот онлайн, но вот сейчас по поводу понятий, это не будет онлайн-тренировка, это будет онлайн-ведение, онлайн-сопровождение. Но нельзя назвать это тренировкой. Да, вы получаете консультацию даже face-to-face, вы получаете там какую-то даже мотивацию через телефон, через камеру, в прямом эфире это можно назвать. Но честно, если говорить, сопровождаете человека во время, вы не можете его подправить, как Андрей сказал, угол, там направить немножко пяточку, посоветовать можете, но сделать не можете. Не можете через телефон, как бы там ни крутились. Поэтому этот вид деятельности имеет место быть. Да, это зачастую лучше, чем ничего. И для многих людей это единственный выход из положения. Но называйте вещи своими именами. Тогда это будет как минимум не обман, а честно, и результат ожидаемый. Вы человеку говорите, то есть при таком раскладе ты получишь что такой-то, такой-то результат, но потом в дальнейшем ты должен все-таки появиться в зале, например, при всем этом изобилии оборудования, если ты хочешь этот результат улучшить. Дальше. Также для парней. Если ребята уже занимались и по какой-то причине, например, кто-то переехал, там город поменял, а у них уже идет какой-то наработка, цель нашу поставлена. ситуацию возьмем. Война. Меня поразъезжались девочки в разные страны. Нет, даже сейчас но они со не мной про девочек, я давно, про парней например, говорю. тренировались. Не, я просто чуть-чуть скажу. Они давно тренировались. Они приходят в зал, включают. И то тяжело работать так. И то тяжело. У меня тоже такая клиентка, которая вышла замуж, уехала в Америку, пришла в зал, говорит, тут одни темнокожие афроамериканцы, говорит, я боюсь, в принципе, подходить, говорит, напиши мне что-нибудь, что делать. И я знаю, потому что я ее тренировал в зале, знаю ее возможности, составил ей ту программку, в принципе, знаю, что она это выполнит. И то, также, да, но это не тренировка. Это было онлайн, как бы сопровождение. Там, консультация, то есть, да, я ей помог там начать стартануть, потом я ей посоветовал подыскать себе либо напарника, партнера. Если вот, допустим, пацаны тренируются, допустим, у тебя там человек готовится на соревнования серьезно, вы прошли уже определенный путь, ему осталось чуть-чуть, там, час, через месяц-два, тут, конечно, уже выбора нет. Естественно, ты его будешь доводить уже, он сам все знает, все умеет. Да, ты его не подстрахуешь, но эта тема тоже будет работать, то есть в таком виде. Но опять же, это будет не совсем тренировка, это будет онлайн-ведение, сопровождение, как бы вы там с ним не переговаривались, ты его уже не подстрахуешь, тем более, если он уже там на сушке, к соревнованиям готовится, как бы это ни называлось, поэтому консультация онлайн, да. Онлайн-ведение, сопровождение, да. Ребят, не врите. Онлайн-тренировка это как вот белый шоколад, то же самое. Без какао-бобов. То есть понятие есть, а суть как бы теряется в принципе. Другое дело, еще есть девочки, которые, вот как мы уже сказали, занимаются всякими резиночками. Там опять же никаких нагрузок страховать в принципе не надо. Вот. Хотя научить, конечно, вживую гораздо легче, лучше. Если других вариантов нет. Нет вариантов пойти в зал, нет вариантов, не знаю, там найти себе пока что там тренера или рядышком какого-то, то, наверное, да, почему нет? Если у человека есть стремление, это лучше, чем ничего. Ой, дальше что еще? Еще также подойдет онлайн этот так называемый ведение тренинг для людей, которые боятся пойти в зал по тем или иным причинам, как подготовительный период. Например, он дома там думает, как ему поотжиматься правильно, в какой последовательности, да, построить порядок этот весь. Как правило, у таких людей есть маленькая пара гантелек. Что-то есть, да. Коврик. И вот здесь, как подготовительный этап перед все-таки походом в зал, это будет, конечно же, работать, да, замечательно. То есть вы нашли себе
более опытного наставника, неважно, мужчина, женщина, главное, чтобы у него опыт был, и он понимал вашу ситуацию дома. Вы знаете, что через 2 месяца вам надо попасть в зал, и тогда будет уже нормальный результат, если цель действительно того стоит. Что еще можно сказать про онлайн-тренинг? Ну, не обманывайте людей, господа тренера. Есть, конечно же, тренера, у которых это лучше получается. Они действительно вместе с тренером, я видел это в телефоне, у нас девочка Даша, про которую мы снимали тренировку, она отрабатывает полностью всю тренировку, выкладывается через телефон. Да. Но она уже не первый день и не первый год это делает, поэтому уже проще. Чем больше она с тренером общается, Не, так... она сама тренер, она ведет своим девчонкам Ну, у нас в ведет. студии, там, да. Ну, я не знаю, какой там результат, в принципе, но у них немножко другие задачи, там немножечко не та работа. То есть, опять же, все равно я не назову это тренировкой, пусть даже это будет мега эффективно, но это все-таки будет онлайн-сопровождение. Все правильно. Тренировка- Тренировка это личный контакт Да, с да, клиентом. да, подразумевает. Ручку таким поверни участием. и погнали. Да я тебе не хочу тренера, я хочу пельмени. Какие пельмени нахрен? Давай еще подход. Еще, Да, еще, да, еще да, чуть-чуть, да. давай. Молодец. Ну это типа, Нет, даже вот когда мы так с я Андреем тренируемся, все равно, допустим, у него мышцы забились, и он не чувствует. Я ему вывожу локти те же самые, хотя он профессионал. Да. Потому что он мне также, я не чувствую себя, уже если я со стороны не вижу, мне нужен взгляд со стороны. Вот это называется тренировка. 100%. Обоюдный процесс. Поэтому, если так кратенько подытожить нашу сегодняшнюю тему, это имеет место быть? Да, замечательно. Если человек стремится, это вообще хорошо. Найдите себе правильного тренера, как альтернатива, когда у меня одноклассницы мои говорят, мы хотим там пойти зальчик рядом с работой, говорят, напиши нам программку. Я говорю, вам не нужна моя программка. Дайте лучше чуть меньше денег, чем мне, да, там я там пусть дорогой тренер, там девчонки какой-нибудь, пусть она вас лично вот научит, там в зале по-любому есть тренер. Вот, кстати, рекомендация от нас. да. Если убрать немножко понты, я там заплачу онлайн, но именитому тренеру, найдите себе рядом, может быть, кого-то, кто вам кажется, пусть простым, но этот человек выложится для вас на 100%, потому что вы ему оказали доверие, он еще подучится, там пусть даже это тренер начинающий. Мы такими были молодыми, мы выкладывались на все 100, в принципе, и сейчас выкладываемся. Так вот, лучше найдите себе тренера вживую, вот, если у вас действительно вот есть такой выбор, есть возможность. И пусть он вас немножечко подучит, а дальше потом будете почитывать литературку и уже там как-то придете к своему решению. Вот, все, что мы хотели высказаться по поводу онлайна, основное мы сказали. Андрюха, есть что добавить? Еще я хочу добавить то, что не ждите от онлайн-тренировки результат, который вы себе надумали. Он будет все равно гораздо меньше и не такой, как вы хотите, потому что нет работы с клиентом. Как Костя сказал уже, лучше этим заниматься, у вас есть возможность, это хорошо, вы молодцы. Но онлайн-тренировка – это очень много ошибок, которые не увидит тренер. Это результат не тот, который могут вам наобещать. Но это не значит, что этого не делать. Делайте, стремитесь, дерзайте. Вот, кстати, пример. Вовчик, бывший твой клиент, который в Фронтенко Тим попал, записался. Какой Вовчик? Вовчик Демин. А. Фамилия говорить. Вот. Фронтенко Тим. Ну, смешно было смотреть. Я не знаю, как он его там онлайн сопровождал в свое время из Америки. То же самое. Но когда он сидел, пил за месяц до соревнований колу, я, честно говоря, подудивился. Тогда, когда он готовился? Ага. Вот. И говорю, а что, в городе, ну, как бы, нет пророка в своем отечестве или что? Тем более тот Фронтенко, ну, я не видел у него каких-то таких грандиозных результатов, чтобы переводить ему деньги на карту куда-то там далеко. Ну, парень, конечно, как по мне, так собрал таких молодых, наивных там кучу, все ему скинулись там на проживание в Америке, как сказать, в кавычках. Я не знаю, как другие, но Вовчик, в принципе, сезон, можно сказать, немножечко Запорол. просрал. Он хорошо дотянул, но вот не дожал. А почему не дожал? То ли не было этой личной мотивации тренера рядышком, то ли это гордыня, которая не позволила ему обратиться вот к людям, которые рядом, которые здесь в городе могли бы ему помочь именно додавить это. Без проблем. Потом уже он наконец-то одумался, кстати, и у него был результат неплохой, когда он с Пашей покойным, который погиб, Ведьмич. да, начал с ним уже вот именно тренироваться. И вот тогда вот Паша, да, этот парень был очень, как сказать, энергичный
И действительно его на тренировках вот именно мотивировал. Я как-то с ними... Так, когда подготовка к соревнованиям идет, вообще какой онлайн может быть? Это не онлайн. Не, ну вот, и они хорошо занимались, тогда я был у них как-то на тренировке, пригласили меня там один зал посмотреть. И действительно это была вот та вот эта синергия, про которую говорю, в клубе царила, причем к ней присоединились все, кто рядом был. У Андрюхи так часто бывает в зале, когда он тренируется, кого-то своих, и все рядом, тут в этом зале люди знают. Да, я Вот. бешеный становлюсь. Димончик, ты В хорошем добавишь что-нибудь смысле там? этого слова. Вот. Дима безмолвен, у него загрузка и оффлайн хватает. В принципе, как у нас у всех сейчас. Короче, подытожь. Подытожим, ребят. То есть называйте вещи своими именами. Это совет тренерам, просьба. Не надо обманывать людей. То есть, если это онлайн, то это онлайн ведение все-таки. Это онлайн консультация, это онлайн сопровождение. Ну, онлайн тренировка это в принципе, я считаю, все-таки обман, если честно. Я полностью с тобой И согласен. уже исходя из этого определения, тогда ставьте адекватную цель. Обращаюсь к людям, которые думают, как же определиться, какой вид тренировок им подойдет. Правильно задавайте тогда себе вот цель. Если вы все-таки идете на онлайн кому-то, вам очень нравится этот человек там, или девушка-тренер, тогда делайте на это поправку, что результат будет именно как онлайн. То есть она не сможет, он тренер, где-то предотвратить, возможно, какую-то травму или неправильно. То есть КПД от такого будет немножко ниже. Как для онлайн сопровождения, да, как для консультации, да, но не как для тренировки. У тренировки офлайн всегда КПД выше. Однозначно. Взять вот одинакового тренера там и там, однозначно КПД. Просто учитывайте это, и тогда у вас не будет разочарований, тогда не будет не исполнившихся мечт, и тогда у вас не будет демотивации. Самое главное, что в нашем спорте может произойти, я не знаю за другие, это демотивация, когда человек долгое время не получает желаемого. Результата. И он говорит, что это все говно, Да. давайте все, это не для меня этот спорт, а на самом деле просто вот эта демотивация ввиду неправильно поставленных целей, неправильно выданных методов. Поэтому на том закончим. Благодарим Orange. С вами был Константин, Сегодня мы трындели на клубе Orange, нам никто не мешал. Дмитрий и я, Викинг Шарапов. До новых встреч в эфире. Masters of Body.